Здорово! Немного необычное видео для моего канала, так как тут выходит в основном Геншин. Ну как выходит? Последний полноценный видос был больше месяца назад, но ты не забывай, что я активно стримлю как на ютубе, так и на твиче. Я думаю, уже все заметили, как захайпилась новая игра Tower of Fantasy, или же сокращенно TOF. Многие слышали о ней в течение года, но релизнулась она буквально неделю назад. Поэтому если ты хочешь немного отдохнуть от Геншина и почувствовать то самое чувство чего-то нового, то советую в нее заглянуть. В этом видосе я хочу сделать небольшие подсказки для игроков. Хочу подметить, что большинство советов, возможно, будут заезженными, но этот гайд для тех, кто только начинает играть. Тем более в игре нет русского языка, и из-за этого в ней достаточно трудно ориентироваться. Как раз таки про русский язык. Первое, что могу посоветовать лично от себя, это сразу установить программку Screen Translator. Благодаря данной программе можно переводить английский текст на русский. Если ты хочешь вникнуться в сюжет, то тут-то она тебе и поможет. Да и не только сюжет. Достаточно посмотреть на описание предметов и почитать их консты. Уже глаза вытекают для игрока, который вообще не дружит с английским языком. Это я. В принципе, на ютубе есть куча гайдов по настройке данной программки. Второй советик, я думаю, уже все слышали. Это как прыгать по скалам и не тратить стамину. Я думаю, все привыкли с Геншина прыгать на пробел, но в данной игре можно прыгать более полезно. Прилепляемся к скале, нажимаем клавишу Ctrl и не нажимая никаких лишних кнопок, жмем пробел. Далее с помощью кнопки идти вперед, лепимся на скалу повторно, ну и так по кругу. Я думаю, тут видно, что стамина не тратится. Третий советик, это как, не залезая каждый раз в настройки реликвий, менять их прямо на ходу. Для этого во вкладке реликвий нажимаем внизу кнопку Deploy. Тут мы видим 3 пресета для наших артефактов. Заполняем их все под наши нужды. И вот в игре мы уже замечаем дополнительную клавишу для смены пресета реликвий. Следующее, что я заметил, что многие игроки, которые выбили двойные пистолеты, это легендарное оружие, кто не понял, прекрасно знают, что ими можно отчасти парить в воздухе и вливать тонну дэмэджа. Первое, это то, что больше всего урона данные пистолеты наносят именно в воздухе. Но есть еще одна дополнительная фишка с ними. Так вот, как я заметил, многие игроки забывают, что у них есть прекрасный скилл удара ногой и подлета. Для этого нужно нажать клавишу Shift, или на что у тебя там уклонение настроено, после чего зажать клавишу удара. Твой персонаж сделает данный прием, а потом мы сразу используем второй прыжок для увеличения расстояния от моба. Благодаря этому в бездне, да и просто в открытом мире, большинство мобов по тебе просто не будут попадать. А вот если бы ты просто использовал двойной прыжок и стрельбу в полете, большая вероятность, что тебя снайпнут в полете. Ай, меня снайпнули в полете! Пятый советик, это как получить новый транспорт в игре. Если ты уже начал играть в ТОФ, то я думаю, тебе дали в подарок транспорт в виде куба. Также можно сделать и другой транспорт. Для этого нужно получить первую деталь в сюжетном и скрытом квесте. Если что, скрытый квест можно загуглить. Благодаря ему также можно получить первую легендарную реликвию. Это руки-базуки. Также для любого вида транспорта нужно выбить последнюю, самую сложную деталь. Для этого вам нужно фармить элитных мобов. Это, к примеру, моб Пудж, железный дракончик, робот и так далее. Каждый из них дает деталь к своему транспорту. После каждого повторного убийства элитного моба, шанс на выпадение данной детали все меньше и меньше. Поэтому можно убить по одному виду мобов 5-7 раз. Счетчик сбрасывается каждые новые реальные сутки. Также не забывай каждый день выполнять ежедневные задания в игре. Они отмечены фиолетовым цветом, как в Геншине. И их также 4 штуки. Благодаря ним тебе дают халявные ресы и крутки для баннеров. Ну и про смолу не забывай. Она открывается вроде как с 20 уровня. Не трать данные чипы в самом начале игры. Лучше их тратить с 40 уровня. Как видно, почти все голубые чипы я уже потратил. Фиолетовые и золотые я трачу очень редко, но их также можно начать тратить на новые будущие пустынные локации. На ней будет падать кэшбэк за трату данных чипов для магазина. Но и боссов фармить до 40 левела нет смысла, так как шанс, что ты вытянешь с них лего оружку, меньше 1%. А вот уже после 40 левела шанс примерно 1,8%. Также не трать черную валюту, это как примагемы в Геншине, на стандартный баннер, это золотые крутки. И если уж будешь покупать крутки, то крути именно ивентовый баннер. Все равно после конца ивента гарант перенесется на стандартный баннер. Ну и под конец, хочу очень сильно похвастаться, это то, как мне люто надропало лекс фиолетовых круток. За целых 450 круток я получил целых 0 легендарок. В принципе, неплохо для начала, так сказать. Еще раз хочу напомнить, что данные советы, возможно, большинству игроков уже были известны. Но так как игра вышла относительно недавно, этот гайд относится именно к новичкам. Спасибо тебе за просмотр. Не забывай ставить лайк и подписываться на канал Ютуба и Твича. Ну и про Дискордик не забывай. Спасибо тебе еще раз за просмотр и, как говорится, до новых видео. Что такое?